Знакомьтесь, ее зовут Элиза, она кочевница, а это ее парень Рома, он кочевник. Вместе они живут в автодоме и перемещаются на нем по России в поисках удивительного и неизведанного. Перед вами автор этого канала. Имя мое Эдуард, и я веду кочевой образ жизни, проживая в доме на колесах уже 8-й год. А это моя верная подруга Таисия, которая сопровождает меня на этом пути. Мои путешествия скромны в сравнении с ребятами и скорее похожи на испытания. Основное время я провожу на стройках, трудясь руками, тем самым добывая ресурсы на проживание. А в свободное от труда время отдаю всего себя и все деньги творчеству, фиксируя на камеру, исходя из своего субъективного взгляда, другую жизнь, а затем делюсь этим творчеством абсолютно бесплатно с вами. Элиза творческий человек, и я предоставил ей возможность рассказать о себе, озвучить этот рассказ и побыть актрисой, а я, в свою очередь, получил бесценный опыт и наслаждение поснимать постанову. Приятного вам просмотра. Привет, я Элиза, и мой девиз по сей день – познать как можно больше. Не хочу быть рабыней привычек или предсказуемости, ведь каждый день – это открытие. Каждый новый населенный пункт или дикие просторы – это шанс взглянуть на мир глазами незнакомца и увидеть красоту, которую местные могут не заметить по причине обыденности. Искать ту самую индивидуальную свободу, новое восприятие мира, отказываться от традиционных форм стабильности ради движения, перемен и исследования. Именно эти искания пронизывает одна важная нить – жить на природе. Возможно, все начинается с детства. Мой любимый фильм детства «Спирит. Душа прерий». Это тот самый мультфильм, который рассказывает о свободном, непокорном, диком коне по имени Спирит, что является символом свободы и независимости. Такие вещи откликаются где-то в глубине души и сильно там оседают. В том числе и сказались наши постоянные путешествия на машине с родителями. Долгие дороги по 2 суток, заезды в горы, разная фауна, перебегающая дорогу. Весь мир кажется таким неизведанным. Именно в детстве неосознанно проявлялись черты кочевницы, желание исследовать. Один случай из моей жизни научил во что бы то ни стало обязательно верить в себя и добиваться поставленной цели. Однажды я потеряла возможность ходить, обрела много болезней. Спина сдалась, да и ноги тоже. Был поставлен крест, что я, мол, больше не смогу ходить. Спустя 6 лет, пройдя множество преград, ноги обрели силу, и в тот момент я пообещала себе, что теперь мои ноги будут носить меня по этой прекрасной земле, что есть силы, и моя спина будет держать гордую осанку, чтобы вдыхать полной грудью свежий ветер на зеленом лугу. По мере взросления разгоралось дикое желание путешествовать в автомобиле. Именно этот формат откликался во мне больше всего. Возможность выбирать направление, отдыхать у реки или заезжать в горы. С появлением первой машины все выходные уделяла ее переборке и ремонту. Я понимала, что мне нужны знания и опыт в этом направлении, потому что в пути может произойти всякое. В процессе ремонта началось обустройство моей старой легковушки, где в салоне умещалась кровать, а на крыше багажник со всем походным барахлом. Это были мои первые самостоятельные вылазки-поездки.
Ночевка в горах или у горных рек давала мне точное понимание, что это именно то, в чем я нуждаюсь. Не хочу свою жизнь тратить ни на что другое. Возвращаясь в город, меня утомлял вид из окна в ожиданиях, когда вновь смогу выбраться на следующих выходных. Я точно знала, что однажды вырвусь из этих серых будней, и мне больше не придется ждать особого дня, чтобы жить в горах. Спустя годы в моей голове поселилась мысль, что моя легковая машина с кроватью на колесах может быть чем-то большим. Так пришла идея жить в автодоме. Честно, я даже не знаю, что отвечать на вопрос «а когда перестанешь?», пока в планах не переставать жить и путешествовать в доме на колесах. Это именно то самое комфортное ощущение, придающее уверенность, что, казалось бы, еще вчерашний оседлый быт в четырех стенах уже где-то в прошлом. Да, это моя свобода, но на самом деле она не так легка, как принято романтизировать этот образ жизни туристами выходного дня. Ограниченные ресурсы в виде воды и электричества, сложность в поиске желаемой парковки, жаркая, то морозная погода, поломки автодома, нестабильная сотовая связь, отсутствие горячей воды можно перечислять часами. Все это в какой-то степени трудности. И, конечно же, они индивидуальны для каждого кочевого. К счастью, решение есть, и каждое из этих решений имеет свою цену. Для меня лично цена более чем оправдана. Уже накатанный опыт по далеким просторам нашей страны дает понимание, что все не зря. Это ценный опыт, насыщенный приключениями. Перед моим взором раскрывались разные просторы, от необъятных взглядом степей до снежных гор и бурных рек. Но гораздо более ценно не быть привязанным к отелям, а прожить в удивительных местах столько времени, сколько захочется. Заехать далеко от цивилизации в скромную деревню, где жизнь проходит во дворе с погоном скота и без интернета. Встретить женщину-алтайку, которая пытается варить современный кофе и поделиться с ней знаниями. Или же заехать по бездорожью в труднодоступные горы, где есть банька и живет всего пару семей. Увидеть их жизнь с одной стороны совсем другую от той шумной жизни в городе, а с другой очень похожую на обычную жизнь в деревне. Окунуться в местный быт, прожить хотя бы частичку того, о существовании которого до этого момента даже фантазии не было. Другими словами, напрямую быть участником событий и жизни.
Жизнь на природе — это гармония с тем, что действительно важно. Ты начинаешь ощущать дыхание ветра, звук дождя, свечение звезд и красоту закатов. Это возвращение к себе, к своей человеческой сути. Просыпаешься на свежем воздухе, среди леса, слышишь реку, блестящую на солнце. Ты становишься свидетелем смены сезонов, от теплого лета к осени, порою по несколько раз за год, перемещаясь по родной необъятной земле. Видишь первый снег, прибивающиеся подснежники. Присутствуешь в полном цикле жизни. Здесь нет шумных городов и нескончаемой суеты. Вместо этого тишина, которая помогает услышать собственные мысли, найти ответы на вопросы, которые давно не давали покоя. Уединение на природе учит нас быть внимательными к деталям, замечать то, что мы обычно игнорируем, живя в постоянной гонке за временем. Убежден, что у каждого из нас свое представление свободы. Элиза поделилась с вами личным восприятием того, как она видит этот мир, что сформировало в ней тягу к странствиям. Накладывать мой опыт или опыт Элизы на другого человека не имеет смысла, ведь фундамент, на котором мы формируем свои взгляды на жизнь, хоть и имеет общие черты, все же структурно индивидуален. Нельзя дважды войти в одну и ту же реку. Так умозаключил еще давным-давно Гераклит Эфесский. Кем быть и от чего получать удовольствие, решать вам и только вам. Моя задача — показать и рассказать о другой, возможно, экзотической жизни. Напомнить о том, что мир многогранен и полон возможностей. Я от этого получаю удовольствие, формируя некую значимость, ощущение того, что кому-то полезен. А путешествия хотя бы на окраине дикой природы, на мой взгляд, дают понять, что по одному мгновению мы можем откатиться к истокам. Вся красота, комфорт и прочие оценочные суждения относительны. Да пребудет с вами сила, а я постараюсь добрее быть.